Всем привет! Пока готовится к выходу следующая стабильная версия Debian GNU Linux с кодовым названием Bullseye, я бы хотел подстегнуть ваш интерес к этому дистрибутиву, подробно раскрывая в серии роликов его особенности. И здесь основная цель не столько продать вам Debian, сколько помочь лучше понять GNU Linux в целом. А изучение различных аспектов Debian как раз этому способствует. Эту серию я хочу открыть роликом, посвященным одному из ключевых аспектов, а именно свободе. Речь здесь пойдет в частности о том, как это фундаментальное понятие может по-разному трактоваться и какую цену приходится платить, чтобы оставаться свободным. Погнали! Проект Debian разрабатывает свободный дистрибутив GNU Linux, уважающий свободу его пользователей. Нередко, когда программное обеспечение, исходный код которого распространяется под той или иной свободной лицензией, содержит несвободные компоненты. В этих случаях это ПО подвергается чистке перед попаданием в Debian. Фонд свободного программного обеспечения, в свою очередь, ведет список свободных дистрибутивов, но, как ни странно, Debian в нем нет. Дело в том, что Debian не отвечает каким-то критериям для попадания в этот список, и нам предстоит разобраться, каким именно. Но сперва необходимо понять, насколько вся эта умственная деятельность оправдана. Другими словами, зачем вообще стараться попасть в какие-то списки, и в этот в частности. Стефано Заккироли, занимавший пост лидера проекта Debian с 2010 по 2013, однажды озвучил несколько причин, по которым Debian следовало бы добиться получения статуса свободного дистрибутива от фонда. Одна из этих причин, которую Стефано назвал внешним обзором, мне особенно понравилась. Дело в том, что у Debian есть критерии и стандарты качества, которым должно отвечать программное обеспечение, чтобы стать частью дистрибутива. Но никто, кроме самих разработчиков Debian, не контролирует этот процесс. Если бы дистрибутив попал в заветный список, то фонд более пристально наблюдал бы за судьбой Debian, обеспечивая его умеренной дозой критики. Отличная, на мой взгляд, мотивация. Если вам тоже так кажется, то погнали теперь разбираться в причинах, по которым фонд считает Debian недостаточно свободным. Наряду со списком свободных дистрибутивов фонд свободного программного обеспечения поддерживает список дистрибутивов, которым было отказано по тем или иным причинам в статусе свободных. Для каждого дистрибутива в этом списке приводится комментарий с краткой аргументацией отказа. Из комментария к Debian становится понятно, что основным источником разногласий фонда и проекта Debian в трактовке словосочетания «свободный дистрибутив» является документ, который известен как «Общественный договор Debian». Первая версия общественного договора была опубликована 4 июля 1997 вторым лидером проекта Debian Брюсом Перенсом. Как часть этого договора также был опубликован набор правил под названием «Критерии Debian по определению свободного ПО», оригинальное название Debian Free Software Guidelines, или просто DFSG. С тех пор для того, чтобы стать частью Debian, лицензия, под которой распространяется программное обеспечение, должна отвечать требованиям, указанным в DFSG. Общественный договор задокументировал намерение разработчиков Debian создавать операционную систему только на базе свободного ПО, а DFSG помог классифицировать ПО на свободное и несвободное. 26 апреля 2004 была утверждена новая версия договора, которая заменила версию, выпущенную в 1997. Договор состоит из 5 пунктов. Для ответа на главный вопрос нам потребуется только 2 из них. Поэтому их я сейчас зачитаю, а другие опущу. Ищите полную версию договора на русском языке в описании ролика. Итак, первый пункт гласит: Debian останется на 100% свободным. В документе под названием «Критерии Debian по определению свободного ПО» или DFSG мы предлагаем критерии, которые мы используем для определения, является ли произведение свободным. Мы обещаем, что система Debian и все ее компоненты будут свободными в соответствии с этими критериями. Мы окажем поддержку авторам и пользователям как свободных, так и несвободных работ в рамках Debian. Мы никогда не сделаем так, чтобы система зависела от какого-либо несвободного компонента. В то же время пятый пункт гласит: мы допускаем, что некоторым нашим пользователям необходимо использовать работы, которые не соответствуют DFSG. Мы создали секции Contrib и Non-Free в нашем репозитории для этих работ.
Несмотря на то, что пакеты в этих секциях сконфигурированы для использования в Debian, они не являются частью Debian. И это очень важно. Хотя несвободные работы не являются частью Debian, мы содействуем их использованию и предоставляем нашу инфраструктуру для несвободных пакетов. К примеру, систему отслеживания ошибок и списки рассылок. А вот здесь начинаются проблемы. Итак, на практике первые и пятые пункты выглядят следующим образом. После установки Debian пользователь получает целиком и полностью свободную операционную систему. Но если он вдруг захочет пожертвовать свободой в пользу функциональности и установить несвободное ПО, Debian не просто не будет ему в этом препятствовать, но и сильно упростит эту задачу. Несмотря на то, что договор утверждает, что дистрибутив будет оставаться на 100% свободным, он допускает секции официального репозитория, в которых может находиться несвободное ПО, или свободное ПО, которое зависит от каких-либо несвободных компонентов. Формально программное обеспечение в этих секциях, согласно тому же договору, не является частью Debian. Но фонду это не дает покоя, так как эти секции существенно упрощают установку несвободного программного обеспечения в систему. Так выглядит основная причина, по которой фонд не может признать Debian свободным дистрибутивом, и до 2016 это была единственная известная мне причина. Но в начале 2016 что-то пошло не так. В составе Debian долгое время был браузер под названием Iceweasel, который является ничем иным, как результатом ребрендинга браузера Firefox. Ребрендинг проводился по двум причинам. Во-первых, логотип браузера не является свободным, а его название является брендом, принадлежащим организации Mozilla Foundation, а поставка ПО с несвободными компонентами явно противоречит DFSG. Во-вторых, включая браузер в дистрибутив, разработчики обязаны были выполнять требования организации Mozilla Foundation, которая запрещает поставку модифицированной версии браузера под именем Firefox. Поэтому разработчики Debian обязаны были изменять название, так как они постоянно вносят изменения в код браузера с целью исправления ошибок и устранения уязвимостей. Но в начале 2016 для Debian было сделано исключение, благодаря которому модифицированный в рамках Debian браузер может сохранить оригинальное имя и логотип. С одной стороны, это является признанием заслуг и демонстрацией доверия к Debian, но с другой стороны, в секции Main теперь находится программное обеспечение, явно не очищенное от несвободных компонентов. Если бы к этому времени Debian был включен в список полностью свободных дистрибутивов, фонд свободного программного обеспечения поспешил бы указать на этот факт. Свобода в цифровом мире важна так же, как свобода в реальном мире. В рамках данного ролика я попытался раскрыть одну из важнейших особенностей Debian – разработку дистрибутива с оглядкой на свободу его пользователей. Разработчики дополнительно тратят время, вычищая программное обеспечение от несвободных компонентов. А десятки дистрибутивов, для которых Debian является технологической базой, наследуют эту работу, а с ней и частичку свободы. Возможно, на слух какие-то вещи воспринимались сложно, но, надеюсь, в целом материал оказался интересным и познавательным. Удачи и оставайтесь свободными настолько, насколько это возможно.